Ну что, вот мы собираемся выезжать в Санкт-Петербург за Скайлайном, за запчастями от него. Едем вдвоем с Саньком на спринтере, налегке. У нас в кузове всего лишь 30 колес. Обслужили спринтер после того, как поездили на нем на этапы. У нас тут новая резина, 3 листа новых запчастей от дилера. Все поменяли, обслужили все колодки, диски. Починили автомобиль после того, как Никита сбил на нем корову. Поставили новое оригинальное крыло, новую фару. Все это покрасили, капот не задело, бампер не задело. В принципе, как будто бы ничего и не было. И новое лобовое стекло поставили. В принципе, в дорогу ставить новый лобач такая себе была идея, но у того лобового была трещина прямо вот здесь и прям очень сильно мельтешило перед глазами, поэтому ставили новый лоб. В общем, мы готовы, спринтер обслужен. В боксе вот у нас сейчас происходит вот такое вот действие. Это называется глобальная инвентаризация, подсчет всего, что есть, чего нет. И мы с Саньком с этой гнилой темы под шумок сливаемся. Ну, в общем, что, пацаны, мы погнали, наверное. Удачно вам инвентаризироваться, да. Какая досада, что мы не примем в этом участие. Мы очень сильно расстроены, но, к сожалению, оно вот так. Куда-нибудь в стену приедет. Там нет стен, это ж Мячково. Ладно, пацаны, давайте, ни пуха, ни пера, привода все разложите. Не поминайте лихом. Погнали? Мы погнали, да. Ну что ты, дальнобойщик, готов? Да, погнали в рейс. В рейс? А куда ты Никиту-то дел? Куда ты делся? Он пропал. Мы, короче, погнали искать Никитоса. Ты в навигаторе как вбил? Дорифун? Дорифун, Лаурель, Сэр, Ягуар, короче, я все там вбил. 3 по 2, 5, 1. Так, ладно, короче, мы погнали. Что, нам все наверх? Да, да. Ты что, не местный? Не, я здесь не. Ну что, мы в Петербурге? Доехали. Да, я выйду. Вот же он. Реально как новый. Дверь только что-то открыта. Дверные карты надо поставить. Протереть его без ливреи. Все как надо. Круть. Мне нравится. Опа. Амарок. Значит, где-то здесь Дорифун. Пойдем его сейчас застанем врасплох. Опа. У тебя куртка модная. Да. И кепка. Да. Ты ее у какого-то министра украл? Да. Так я в брюках, что нет? Ты еще и в брюках, но при этом... Стрелки просто. мне нравятся твои всесезонные Nike с кондиционером и печкой. У меня тут возник вопрос. А Factory это получается фабрика? Я смотрю, ты пришел. Ну да, я ехал сюда за 3. Оно длинное, видишь? Что случилось? Да мы найдем путь. Пацаны тут опять делают какую-то крутую штуку. Ну а мы наконец-то добрались до нашего автомобиля. Тачка с виду реально как новая. В принципе, все с ней хорошо. Не работает только задняя правая фара, потому что там плата сломалась при ударе. Но ничего страшного. А в основном он реально как новый. Сейчас нужно будет делать конкретный детейлинг в салоне, потому что вся тачка после малярки. И тут, ну как бы, реально вопросы имеются. Все нужно будет сейчас это по-быстрому отмыть, потому что тут, ну, все вообще в говне. Моек поблизости никаких нет. Загрузить спринтер вдвоем. А это будет сложно, потому что там очень много всего. И завтра выезжать в Мячково рано утром. Так, что мы видим под капотом? Тут, в принципе, все без изменений, все на месте. Факушка из перчатки на месте. Мотор присутствует. Тоже немного все подзапылилось. Самую малость. Тачка в целом реально просто, бля, как новая вообще. Очень круто, что она чисто черная. Мне это прям очень нравится. Ладно, приступаем. Так, ну что, мы практически загрузили техничку. Сейчас нужно будет грузить Skyline. Но у нас есть небольшая проблемка. Вот как-то вот так вот все это выглядит. Но вы спросите, что вроде бы ничего необычного, все нормально. Но как бы вопросы имеются конкретные. У нас еще самокат. Ладно, что-то мы сейчас уместим, что-то оставим здесь. И погоним грузить Skyline. Длинный спринтер. Вот с этим длинным прицепом, который нам любезно одолжили, реально он размером просто как фура. Вы посмотрите. Просто огромный.
34-й Skyline, который не является маленькой машиной, просто потерялся на том прицепе. Что-то гремит, но ничего страшного. Отличное начало. Ну что, пацаны, на брудершафт на тройной сможем за приезд сделать? Обольемся, кипятком, у меня слабость. Наше здоровье. Бог в помощь. Пошли. Уходим. Все, типа выпили. В общем, заселились в такой прекрасный номер туалет. У нас есть плазма, ковер из барсука и заниженная кровать. Ставь рядом с ней. Слушай, Олег, ты что, по размеру влазишь? Нет? Только вот эту ракушку не сломай, пожалуйста. Слушай, ну не, нормально. Была же какая-то гостишка, где у тебя ноги заканчивались вот здесь. О. Что заходим? Опа. Моя лазунька. Вот это, конечно, стиль. Очень красиво. А тут у нас? Ага. Пахнет не очень. Все, Семен, там спишь. Че, надо что-то снять, наверное? Да, там с гостишки вчера нормально было. Доброе утро! Доброе утро! Мы в восторге, погода шепчет. Погодка изумительная, пилот настроен, машина целая. Стекло вот парадно-выходное. Не трогай, на Новый год. Слышь, он сейчас на 2 камеры будет Не говорить. тыкай своей сосиской в меня. Он сейчас как нападет, как откусит пол микрофона. Пойду паштетовские вопросы позадаю. Рубрика «Паштет». Привет! Как настрой? Как паштет. Липкий и густой. Ты чё, готов к этапу? О, как настрой? Как настрой, Максан? В общем, мы в Мячково. Давай толкай. То неловкое чувство, когда у тебя дождевой этап, а ты устал настолько, что берешь колес на 3 этапа, блядь, сухие. Как оно? Да так, пойдет. О, Леша, хорошая работа. О, здорово. Всегда. Давай, мужички. Ты же может похавать пойти. 8 часов похавать. Как фильм снимаем. Опа, выехал. Весь вечер флиртовал, и разжег в груди пожар, а когда поцеловал, а чтоб все растаяли в момент, вдруг облава и Пошел! все ментовкою зовут. Санек тут вовсю тренируется. Красава на 34-м стиле. Что, как успехи? Плохо. Слушай, а тебе типа вот этого недостаточно? Ты прям дрифтер до мозга костей, по-моему.
в говне. Чистота, залог здоровья. В общем, на сегодня мы уже тренировались. По тачке все хорошо. Пару раз вылетели в песок. Сейчас нужно будет все это отмыть, привести в божеский вид и готовить машину к завтрашнему дню. Все проверить, все протянуть, заправить, поменять колеса и ехать спать. А завтра уже будет квалификация, и там охота занять какое-нибудь хорошее место. Но это не точно. Да, субично. Че ограничители как поживают? Не кусало? А там такие будто не проваливаешься. Нормально. Солнышко. Кипелок. А ехали. Ну мы булочку с чаем покушаем. Здорово. Слышишь? У меня вопрос. Дома снимать будешь? — 400 КПП надо проехать, я от того рода. На натуре на зону попадаем. Ты накопал земли в колесо, да? Может, да. Я буду все. Вот это конкретно прямо. Такая перегрузка была лютая. Смысковато. Сейчас нагреется так, как еще не грелось вообще за все эти дни, потому что будет 11, а 11 не было. Ну, по прогнозу. Короче, я договорился. Ты в квале. Какой он палец будет? Какой в пале? Давай, Люха, Люха, Если какой как- он в квале будет? 6-й. Я бы сказал 8-11. 8-11. Нет, цифра. Конкретно? Да, Давай 9. Ну да, 8, 9, 6, 9, 12. Зачем нам палиться высоко? Да, нормально сидим. Не вариант. Ну что, готовим машину к квалификации, уже прям финально прогреваем ее. Санек одевается вроде как. Настрой боевой, тачка готова. Саня не очень готов, потому что мы еще до того, как приехали сюда по пути с Питера, уже все начали недомогать. Все лечимся, все на лекарствах. Но если нам это все вывозить не так сложно, как могло бы быть. Сане надо сейчас максимально собраться, сконцентрироваться и проехать, несмотря на все болячки, которые могут быть. Поэтому сейчас мы его отпускаем, целуем в лобик его, отправляем кататься. Если он приезжает с плохим результатом, то получается мы не прошли квалификацию. А если приезжает с хорошим, значит все четко. Вау, что его как испытаете? Едь там, прокатись, посиди, соберись. Тогда. Ну да.
ситуация произошла. Там, конечно, чуть заможато за угол, за траекторию. И в конце зашли чуть заможаты, за коррекция, где без ехал последний поворот. В целом, умница. 83! 83! Короче, косяк, знаешь, в чем был? Я в кругу переложился, газ отпустил, и такой... Задумался, короче, нажал поздно, и он туда увидел, что вышло. Газ его начал карабкиваться, а потом, знаешь, такой, что упал, блин, упасть во все глинки. В конце задубил. Задубил, я здесь переключился. Подал уже мало было, и на четвертой... Собрались, первая часть, А глинку взял последнюю. И все взял. Роман, ты сюда далеко заехал, а сюда взял. Поруление сейчас. Красава. Пойдет, нормально. 87, неплохо. Вообще. Нормально. Улучшения Движки есть? были, короче, они что в первом, что во втором заезде те же самые были, просто во втором чуть-чуть получше это сделал. Ну, в целом нормально как бы. Что за вафля появилась в дуге? Не было? Я не знаю, там либо зацеп просто влияет. Его там нет как будто, понял? Ты уже не первый, кто говорит, в дуге нет зацепа. Вот, там нет зацепа, он пропал. Сначала его было там, сейчас его там убрали. В остальных местах, кроме дуги, ну типа все норм, просто норм, именно да. там, да, какая-то? Ну как-то оно, да, заваливается. Мне не очень это нравится. Результат квалификации такой. Саня на 14 месте. И он выше, чем Цареградцев. Он проехал выше. Санечек, один факт. Ты лучше царя проехал тут. А мы едем с ним в топ-32. Чё? Реально? В общем, что произошло? В принципе, все было хорошо. Максим поехал заправить машину, приехал без возможности включить какую-либо передачу. Вот тут вот это коромысло, оно крепилось вот здесь. Как мы можем наблюдать, сломался болтик. Сейчас мы ставим туда другой болт. Только единственное, что нужно понять, был тут какой-то подшипник или нет. Потому что, возможно, там стоял подшипбосс. Сейчас Максим с Никитосом пошли до Форварда, потому что у них есть такая же коробка снятая. Посмотрим, как там все это было сделано, починим, и я думаю, все будет хорошо. И очень классно, что это произошло именно сейчас. Потому что если бы это произошло, когда мы поехали уже на парные, проблем бы было не миновать. Потому что мы только кардан сейчас 40 минут снимали. Потому что мы урод. Старёк! По команде пилот из города Екатеринбурга, выступающий под 93-м стартовым номером Александр Казанцев. Главное, чтобы там с зацепом сейчас В целом там вопросы конкретные, но по факту разбираться, что так вообще непонятно там. Ну прям ты видишь там, тут есть, там нет. На финише помнишь про... Да, да. Главное, первым туда не уехал. Едешь в квалификацию, не запариваешься. Зацеп везде разный, все жалуются, что все пятнами, прогнозировать сложно, но ты видел, как едут все, и где, что, как. Да, я все понимаю.
А, сейчас помчим, нормально все сделал. Ручник? Да. Резина не такая цепкая. Я на постановке, он меня просто провалил в год, и видишь, какая. Вся все стукается. Что такое? Супер отвалился, блядь. Супер? Да. Он был близок к тебе, но коррекцию Да, не не берем или нет? На супер отвалился. А? Супер отвалился. 5 минут берем. Да, давай. Как он мог отпасть, блядь? У нас тачка без колес стояла, если что. Спокойно. Выдохни. Горизонте, прибор, Поедешь на одном суппорте, кидай его сильно и тяни. Блокировка сработает. Будет работать? Можно вот левое колесо стопудово, это не знаю. Нет, чтобы он не вываливался хотя бы. Нормально. Это да, попробуй. Желательно его не дергать. Как тебе пересекать? Закидывай. Попробуй третьего. Я понял. Вырвало, да? Просто вырвало. Да, история. Ванек пишет с ручником. Да, брат. Ну, в общем, вот причина проигрыша в ТОП-32. У нас отвалился суппортный ручник, вырвало его просто с кулака. В первом заезде на постановке. Собственно, все эти заезды ехал без ручника. И что-то не сбалось, короче. Устала просто? Ну да. Вот видишь, болт тут устал.
Вот это устало. Видишь, по чуть-чуть машина начинает сыпаться. Так нет, чувак, Будто бы они коротковатые. А, подожди, если... Смотри, Да. смотри. А где половинка болта? Не, он не ставился до конца. Ха! Понял, А. почему вырвало? Конечно, там-то тела много. Там-то Да. можно было Так закрутить. он вообще на чтобы- мотосе вот на краешке был закручен. В общем, собственно, что произошло? У нас оторвало суппорт на ручник. Саня ехал первый заезд, потом сказал в рацию, что у него нет ручника. Как потом выяснилось, оторвался суппорт. Вот есть болты, которыми прикручивался данный суппорт. Можно смело видеть, что тут просто два витка резьбы. Вот они. Вот их оторвало из алюминиевой планшайбы. Мы за этим моментом после сборки автомобиля не уследили. Потому что учесть все это как бы невозможно. Суппорта мы до этого эти не снимали ни разу. Работает. Но по факту косяк-то вот как бы в чем. То есть были короткие болты, и вы можете посмотреть, насколько он вообще вкручивался в алюминиевую проставку. Это вот все. То есть реально 3 витка. Хотя там резьбы еще сантиметр есть минимум внутри планшайбы. Все это говно до этого работало. А сейчас, по иронии судьбы, в заезде с Аркадием Петровичем все это говно просто оторвало. Ну и, собственно, как-то так. Соответственно, второй заезд Саня ехал вообще без ручника. Короче, печально. Настрой был боевой, и беда пришла откуда не ждали. Но ничего страшного, будем делать выводы. Перед Сочи, видимо, придется допроверить все, что не проверено было до этого. Потому что, так сказать, я немного негодую по поводу произошедшего. Завтра будем зрителями. Спасибо за то, что болеете за нас. Мы стараемся, но вот, к сожалению, вот такое говно случается.